Всем большой привет! Как вы догадались из названия ролика, сегодня я буду делать резцы с вот такими твердосплавными пластинами. Или, как пишут наши китайские друзья, с карбидными пластинами. Заказал я на AliExpress в момент распродажи. Наконец все пришло. В наборе находятся две пластинки, скажем так, квадратные. Две кругленькие и две таких вот отрезные. Постараюсь сегодня сделать по одному резцу каждого вида и покажу, как я буду делать. Значит, в основу резца у меня будет вот такой пруток из нержавейки, 12 мм он. Смотрю, чтобы... Да, 12 мм. Длина его 33 сантиметра. Я думаю, что мне этого хватит. Как вы знаете, ранее я делал вот такие ручки. Это заготовка. Вот не показывал раньше. Я использовал вот такое вот кольцо для соединения труб. Сейчас покажу его ближе. Вот такие вот кольца. Обжимные, наплавные, не знаю. Но я их использую для ручек. Что мне надо сделать сегодня? Вернее, первая моя операция. Понятно, что я нарезал прутки, как я сказал, по 33 сантиметра. Надо будет сделать вот такую площадочку для резца, то есть выбрать вот эту вот часть, чтобы здесь была плоскость. Дальше я сделаю отверстие. В наборе есть, как вы видели, такие вот гаечки. Какие гаечки? Винтики. Я сделаю здесь резьбу и закреплю резец. Само собой, здесь немножко скруглю формы, чтобы была возможность работать с резцом. Для этого мне понадобятся сегодня тиски, в которых я буду зажимать заготовку. Есть у меня вот такой вот точильный круг, который, надеюсь, мне поможет подровнять. Он самый простой, самый дешевый, но я думаю, он справится со своей функцией. И с помощью метчиков я сделаю резьбу на сверлильном станке, предварительно просверлив отверстие. Буду все делать, буду показывать. Поэтому не отключайтесь, смотрите ролик. Итак, первое, как я сказал, я закрепил заготовку в тиски. Мне надо сделать площадочку, пока на глаз, но с таким расчетом, например, первый я буду делать квадратный резец, чтобы резец у меня здесь полностью поместился, и при необходимости его повернуть, также он должен свободно вращаться. То есть здесь сделаю чуть больше. И болгаркой сейчас для начала прорежу, просто два реза сделаю. Горизонтальный и второй вертикальный. Дальше буду подравнивать. Итак, начинаем. Итак, как вы видите, я сделал вот такую ровненькую площадку. Сейчас трогать не буду, потому что очень горячая. Далее я ее при помощи наждака, вот этого вот круга наждачного, сейчас подровняю, выровняю ее, чтобы была единая плоскость. Посмотрю по высоте. Сами вот эти вот болтики, они порядка 4,5-5 миллиметров. То есть здесь у меня должно остаться 5 миллиметров, допустим. Могу срезать еще чуть-чуть больше. Но самое главное сейчас выровнять в одну плоскость, чтобы проще было закрепить резец. Жду, сейчас остынет, вернее, в воде остужу и продолжу дальше работать. Сделал я вот таких 3 заготовки, отрезал. И теперь при помощи, как я уже говорил, точила, я сделаю здесь ровную плоскость и здесь ровную плоскость. И дальше я уже буду смотреть, потому что здесь надо будет сделать закругление, но это позже.
Сделал я вот такие вот площадочки. Это под отрезной резец. Какая-то заготовочка. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. То есть вот здесь я закрепляю, просто горячее, неудобно. Вот, ой. Ну вот, если видно, надеюсь, видно. Вот так я закреплю резец, ну, понятно, что ровненько. И таким образом остальные резцы. Сейчас перехожу к сверлильному станку и продолжу работу. Продолжая свой рассказ об изготовлении резцов с твердосплавными пластинами, как я говорил ранее, я собирался сделать отверстие при помощи сверла и нарезать резьбу. Что касается отверстий, то я смог это сделать, ну, скажем так, не с первой попытки, некоторые сверла ломались. Делал я это при помощи станка сверлильного, также и при помощи дрели. Но дальше меня ждала полная фиаско. Я сломал несколько вот таких метчиков. Что я только не делал. Я использовал разные виды смазок. И от обычного машинного масла до сала, включая пушечное сало и другие смазки. Ничего у меня не вышло, резьба не нарезалась. Делалось 2 витка и метчик лопался. Причем они у меня разных фирм и разных конструкций. Я решил сделать отверстие чуть больше и закрутить это все при помощи обычной гаечки, винтика и гаечки. То есть в данный момент у меня выглядит это вот именно так. Сейчас здесь у меня обычная гаечка, но я куплю нержавейку и сделаю чуть меньше сам винтик, его подрежу. То есть по большому счету на работу это никак, наверное, не скажется. Вот такой вот получился резец. Я сделал площадки с 2 сторон уже, чтобы было место, куда можно посадить гаечку. Ну, вот здесь у меня есть, конечно, вопрос небольшой, но буду думать, что делать. Ну, ввиду того, что я сейчас жду пластины, которые будут чуть большего размера, я думаю, сюда это подойдет. Следующий этап – это ручки. То есть, вы знаете, я изготовил и до этого несколько ручек, сейчас вытащил еще одну, и поэтому переходим к станку токарному. Вот, как вы видите, я сделал еще, уже ославил просто, я сделал еще одну ручку, которую я сейчас дальше буду дорабатывать. Я здесь ослабил, чтобы поменять инструмент на задней батке. Здесь мне на помощь придет сверло. Пока ручку в сторону. Ставил я патрон вместе со сверлом. Дальше на место вставляю ручку. Сейчас найду ее положение. И отцентровав саму ручку, сейчас включу и буду сверлить. Сейчас я поставлю камеру с другой стороны. После того, как я просверлил отверстие, сначала это сделал на токарном станке, потом вручную дрелью на необходимую мне глубину, я буду теперь уже насаживать сам резец на ручку. Насаживать я буду, вернее, крепить сам резец в теле ручки я буду 2 способами. Первый способ: я прогрею сам резец и дальше насажу его, как говорится, на горячую. Дело в том, что когда я сверлил, конечно, дрелью, немного я сделал отверстие чуть больше, чем оно должно быть, но дальше отверстие соответствует и идет в нытяг. Поэтому придется немножко забивать при помощи небольшой кувалдочки или киянки. Я сначала прогрею все и дальше насажу.
После того, как полностью зашел резец в тело ручки, я при помощи клея и пыли, которая была от шлифовки, я закрою все углубления, которые у меня есть на резце, на его торце. Я буду капать клеем и сверху посыпать вот этой вот пылью. Так я сделаю со всеми 3 резцами. Насажу их, почищу. Отрежу с обратной стороны ручки резца те части, которые помогали его крепить и удерживать в токарном станке. И дальше перейду уже к финишной отделке. Закончил я работу с резцами. Все резцы, вернее, у каждого резца есть своя ручка. Ну, вот так вот получилось вот с этой стороны. Здесь, как я уже говорил, я заполнил пылью от шлифовки вместе с клеем. Дам еще немножко высохнуть и немножко подшкурить. Ну, сейчас я хочу покрыть резцы маслом. Буду использовать масло для столешниц. Покрою, наверное, 1, может 2 слоя. Посмотрим. То есть, первое, я покрываю, жду, пока оно впитается, покрываю следующим слоем, убираю излишки, смотрю, устраивает, не устраивает. И дальше покрою это все воском. Операция несложная, но необходимая, потому что резцы будут постоянно в руках. И чтобы ручка не превратилась в какую-то такую грязную палку, я считаю, что их нужно покрыть маслом. Масло полимеризуется примерно 4 недели, 28 дней. И, конечно, я попробую, буду, наверное, работать и до истечения этой даты. Ну, это просто такая информация. Я делал, напомню, из ольхи. Я уже делал такие резцы. Ну, меня материал этот устраивает. Можно, конечно, и из березы, из клена сделать. У меня были такие вот остатки от изготовления дверей. Вот, скажем так, пропитал маслом первый и даю высохнуть, ну, не менее 30 минут. Даже на видео видно разницу покрытого и непокрытого дерева. Вот, как я говорил, покрыл я все 3 резца маслом. Дам им теперь этим резцам отстояться, впитать масло буквально 30 минут. И покрою еще одним слоем. На этом, собственно говоря, вот такой небольшой ролик о том, как я сделал себе очередные резцы, подходит к концу. Я буду пробовать, как они себя покажут в работе. Возможно, придется поэкспериментировать именно с качеством пластин, с их разновидностью. Посмотрим, это все впереди. В любом случае, это расскажу. Мне остается сказать лишь одно. Продолжайте смотреть мои ролики, а я буду продолжать делать резцы. Всем пока. Пока-пока.